Приветствуем вас на канале Раиса Греченко, дача, сад, огород, цветы. Вот и дошли мы до двух прекрасных, замечательных дней знака Козерог. Это растущая луна в знаке Козерог. И это время с 22 по 24 июля. Ну, смотрите, какие это дни. Это дни красные. Сожженный путь полнолуния с 5 часов 37 минут утра, 22-го начинается этот период. Но давайте рассмотрим эти дни. Это не значит, что красное и ничего нельзя делать. Наоборот, здесь очень много у нас, смотрите, дел, которые мы должны выполнить. Ну, напомню, смотрите, что сожженный путь у нас начинается с 5 часов 37 минут. Практически это раннее утро, и уже до этого времени ночью никто ничего не будет делать, потому что Луна зайдет в знак Козерог с часа ночи 36 минут. Вот в это время зайдет и уже дальше будет находиться до момента, смотрите, 23-го все 24 часа, и до момента перехода в знак Водолей, до 3 часов 13 минут 24 июля. Времени полнолуния. И поэтому у нас остается вот такие 2 дня, которые мы можем использовать для различных работ. И о них более подробно давайте поговорим. В первую очередь о посевах и о посадке рассады и растений мы не будем говорить, потому что пишу нет, красное нет. Казалось бы, Козерог замечательное время, но это сожженный путь полнолуния. Можно посадить, да, как-то будет, может быть, расти, я уже это испытала, но результат мы не получим. Просто растения будут мучиться, тем более сейчас такая жара, и само собой растения угнетены, а тем более вот этот период еще более будет накладываться сверху на эти растения, чтобы не мучились ни семена, ни растения, пропустим, а уже там после сожженного пути полнолуния и посеем, посадим. Но это будет чуть-чуть позже. Зато можно в это время, смотрите, Козерог, знак стихии Земли. Поливы эффективны, прекрасны. Вот эти 2 дня, 22-го, 23-го. Постарайтесь 23-го до конца суток хорошенько полить растения, потому что 24-го это уже знак стихии воздуха, Водолей. Поэтому нужно полить хорошенько, основательно всю землю увлажнить, для того, чтобы растения могли эти 2 дня в Водолее проскочить и корни не гнили. Ну и если мы поливаем, то, естественно, подкормки. Во многих регионах, я уже слежу за синоптиком и другими сайтами погодными, проходят сейчас прохладные циклоны, и воздух охлаждается, и охлаждается почва. Растениям сейчас проще воспринимать подкормки. Поэтому при поливах вы можете внекорневую подкормочку использовать. Очень хорошо. Я сама ожидаю, вот, чтобы обработать еще раз, подкормить кальцием. Где-то бор, где-то кальций. Но вот обязательно вот эти дни нужно использовать. Все равно позже вечером поливаем и проводим внекорневые подкормки. Под корень сейчас, вот когда еще разгоряченная земля, сложновато корень берет удобрение. Но снова же не увлекайтесь подкормками, под корень ни минеральными удобрениями, ни органическими. Это время уже созревания плодов, поэтому азот нам особо сейчас и не нужен. И это вот эти виды работ очень хороши будут, смотрите, 22 и 23 июля. Используйте эти замечательные дни. Если же температура выше плюс 30, как во многих регионах 35, 36, 40, конечно же, подкормки будут не очень хороши для растений. Старайтесь очень поздно, как можно позже, чтобы растения были более уже не так напряжены, как это происходит сейчас в эту знойную жару. Зеленые операции ни на овощных, ни на цветочных, ни на садовых растениях не проводим вот эти дни. Хотя Козерог – это время сожженного пути полнолуния, это полнолуние, это насыщение соками, энергией. И очень интенсивно все идет вверх к всем веточкам, к листикам. Поэтому, пожалуйста, не режьте секатором, пока не ходите с ножницами в
теплицу не заходите и не ломайте пасынки и листья, потому что сейчас вот это очень опасное время, когда можно растения загубить. Ну вот это по зеленым операциям надо вот это пережить. Тем более у вас есть заранее уже этот агрогороскоп, можно чуть-чуть раньше, сегодня в Стрельце, провести вот эти зеленые операции только на овощных и цветочных растениях. Садовые растения, пожалуйста, не трогайте. Для тех, кто выращивает комнатные цветы, тоже эффективны будут поливы, подкормки, ну и защита от вредителей и болезней. Это актуально не только для открытого грунта, но и для комнатных растений. Я уже видела очень много различных вредителей летают, и поэтому белокрылка, прямо вот везде и всюду ее видно. Паутиный клещ в жару, в сухую погоду тоже летит куда хочет и садится на любые листики для того, чтобы уничтожить их. То есть размножиться и уничтожить растения. Ну вот такая вот задача для тех, кто выращивает комнатные цветочки. Ну а вот то, чему нужно уделить особое внимание, это у нас сбор урожая. Там, где созрел картофель, можно копать картофель. Очень хорошее время. Картофель будет вкусный, насыщенный, очень хорошими энергиями. Он уже, если созрел, можно спокойно копать. Напоминаю, что если жарко, сразу же уносите из солнца в помещение какое-то, в тень, для того, чтобы картофель не сварился, не запекся, иначе будет портиться. Копаем картофель. Те, кто еще не собирал лук и чеснок, и они у вас созрели, естественно, тоже собираете лук и чеснок и тоже не оставляете на солнце, заносите в тенек. И собираем созревший урожай в саду, на грядках. Все, что созрело, собираем и, естественно, делаем заготовки на зиму. Прекрасно получается в это время консервация любая, сушка, заморозка плодов, ягод. Готовьте, вяльте, закладывайте на хранение. Это очень важно. Будете себя благодарить, добрым словом вспоминать в эту зиму. Так что, пожалуйста, все, что лишнее, все, что можете съесть, съедайте сейчас. Витаминами наполняйтесь полностью, но а остатки обязательно перерабатывайте. Зима строго будет спрашивать. Еще один важный момент – это сбор семян. Вот сейчас в этот момент получается, что энергетика насыщена, очень насыщена, каждая семечко этой энергетикой полнолуния, и тем более в знаке Козерог можно собирать семена, и эти семена будут качественными. И защита от вредителей и болезней. Это касается и сада, и грядок, и теплиц. Профилактика. Не устаю говорить и писать. Профилактика, профилактика. Одну неделю против болезней, другую против вредителей. Ну и напоминаю, что при температуре ниже 30 градусов в открытом грунте можно любыми препаратами работать. А если температура выше плюс 30, тогда мы работаем биопрепаратами. И поэтому в конечном итоге, что же нельзя, теперь мы можем сказать, что нельзя делать в эти дни сожженного пути полнолуния. Посевы, посадки растений, рассады. Нет, это мы не делаем в эти дни. Не используем химические фунгициды при температуре выше плюс 30 градусов. И инсектициды тоже, кстати. Не используем растворы содовые, настои древесной золы. Это угнетающе воздействует на растения. А также вопрос номер один. Нельзя обрезать садовые растения. Обычно мы в Козероге проводили нарезку черенков. Нельзя в это время делать нарезку черенков. Нельзя в это время вообще растения и садовые, и любые трогать. Пожалуйста, это время полнолуния. Запомните, в полнолуние мы не нарушаем покой растений. У них очень важное время, ответственное время наполнения энергиями, космическими позитивными энергиями. И не будем им срезать эту энергию и давать этой энергии вытекать. Ну что ж, Раиса Горяченко, Александр Волик подготовили для себя в первую очередь вот этот агрогороскоп с 22 по 24 июля 2021 года.
Проживаем мы в городе Измаил. Это юг Украины и юг Одесской области. Но мы составляем всегда агрогороскопы, календари по московскому времени. Именно это время легко дает легкую возможность с помощью интернета определить время своего региона. Мы прощаемся с вами до следующего видео на нашем канале. Всего вам самого доброго, хорошей погоды и прекрасных заготовок, вкусных заготовок на зиму. Пока-пока.